Все началось в субботний полдень на местном рынке. Месте, где запахи специй смешиваются с пылью, а голоса сотен людей сливаются в единый гул. Пятилетняя Эмма крепко держала за руку свою маму, Евгению. Для девочки этот поход был настоящим приключением, полным ярких красок. Но внезапно ее внимание привлекло нечто совсем не похожее на праздник. В тени старого выцветшего брезентового навеса возле ларька с инструментами лежал пес. Это была немецкая овчарка, прикованная короткой ржавой цепью к железному столбу. Вид животного сжимал сердце, свалявшаяся шерсть висела грязными клочьями, сквозь тусклую шкуру отчетливо проступали ребра, а на морде застыло выражение абсолютной безнадежной тоски. Пес лежал, положив тяжелую голову на лапы, и смотрел в пустоту. Он словно смирился с тем, что для окружающего мира он невидимка, мимо которого проходят тысячи ног. Евгения почувствовала, как рука дочери напряглась. Она проследила за взглядом Эммы и тихо вздохнула. «Мамочка, посмотри», — прошептала девочка, и в ее голосе задрожали слезы. «Ему так грустно. Почему он один?» «Я не знаю, милая. Похоже, его жизнь очень тяжела», — ответила мама, стараясь увести дочь, но Эмма уперлась. «Мы не можем его так оставить. Давай подойдем. Пожалуйста». Увидев решимость в глазах ребенка, Евгения сдалась. Они осторожно приблизились. Эмма, не обращая внимания на грязь, опустилась на колени в паре метров от пса. «Привет, хороший», — мягко произнесла она. Пес дернул ухом. Медленно, словно поднимая непосильный груз, он повернул голову. Его ноздри расширились, втягивая незнакомый запах. Запах детского мыла и доброты. Он издал глубокий вздох, но не зарычал. В его мутных глазах мелькнула искра интереса. «Ты такой красивый», — продолжала шептать Эмма. «Не бойся, я здесь». Заметив неподалеку продавца, грузного мужчину с красным лицом, Эмма встала и решительно подошла к нему. «Простите, сэр, это ваша собака?» Мужчина, пересчитывавший мелочь, сплюнул на землю. «Моя!» Толку от него никакого. Бесполезная тварь. Не лает, не кусает, только место занимает. Я бы давно его выгнал, да все руки не доходят. «Можно я его поглажу?» — спросила Эмма, чувствуя, как внутри закипает обида за пса. «Валяй. Если цапнет, я не виноват». Эмма вернулась к собаке. Она протянула крошечную ладошку и коснулась грязной головы. Пес замер, прикрыв глаза. А потом его хвост, облезлый и пыльный, робко ударил по земле. Тук, тук. В этот момент между маленькой девочкой и огромным сломленным зверем возникла невидимая связь. В течение следующих недель Эмма с родителями приезжала на рынок каждые выходные. Она назвала пса Зевсом. С каждым визитом он менялся. Едва завидев знакомую фигурку, он пытался встать, а в его глазах появлялась надежда. Родители, видя эту привязанность, приняли решение. Они выкупили Зевса у равнодушного хозяина за символическую сумму. Тот отдал цепь вместе с собакой, даже не попрощавшись. Когда отец Эммы, Джон, отстегнул карабин и повел Зевса к машине, пес шел неуверенно, прихрамывая, но не оглядываясь. Всю дорогу домой он лежал на заднем сиденье, положив голову на колени Эмме, словно боялся, что этот сон закончится. Однако спасение было лишь началом сложного пути. Дома выяснилось, что физическое истощение – ТАСС не главная проблема. Зевс был глубоко травмирован психологически. Он боялся громких звуков, вздрагивал от резких движений, прятался по углам. Первое время он даже боялся есть в присутствии людей.
Ветеринар, осмотрев его, покачал головой. У него тяжелое прошлое, побои, голод. Вам понадобится море терпения, чтобы вернуть ему веру в людей. И терпение у семьи было. Эмма стала главным лекарством для Зевса. Она часами сидела рядом с ним, читала книги, рассказывала истории. Ее спокойный голос и безусловная любовь творили чудеса. Постепенно страх отступал. Зевс начал встречать Джона с работы, позволил себя искупать, а его шерсть, отмытая и ухоженная, заблестела черно-рыжим золотом. Семья наняла зоопсихолога доктора Луизу Тейлор, чтобы помочь псу адаптироваться. Она разработала программу тренировок, основанную на доверии. Прогресс был медленным, но верным. Спустя несколько месяцев Зевс уже не был похож на того забитого узника рынка. Это был статный, красивый пес, преданный своей маленькой хозяйке до последнего вздоха. Однажды летним днем семья отдыхала во дворе. Джон жарил барбекю, Евгения читала, а Эмма играла с мячом. Идиллию нарушил громкий хлопок. У проезжавшего по улице грузовика лопнула шина. Звук был оглушительным. Соседская кошка, перепуганная насмерть, выскочила из кустов и помчалась через двор к открытым воротам. Инстинкты Зевса сработали мгновенно. Он сорвался с места и бросился в погоню. «Зевс, нет!» — крикнула Эмма и побежала за ним. В пылу погони никто не заметил опасности. Кошка выскочила на дорогу, Зевс за ней, а следом Эмма. Из-за поворота вылетел автомобиль. Водитель отвлекся и слишком поздно увидел ребенка. Визг тормозов разрезал воздух, но расстояние было слишком коротким. Джон и Евгения застыли в ужасе, понимая, что не успевают. Но Зевс успел. Услышав визг шин, он мгновенно забыл о кошке. Он развернулся и, оценив угрозу, совершил невероятное. Мощным прыжком он бросился на перерез машине. Удар массивного тела отбросил Эмму с дороги на мягкую траву обочины буквально за долю секунды до столкновения. Машина пронеслась мимо, задев пса бампером, и остановилась. Когда пыль улеглась, родители увидели, что Эмма сидит на траве, испуганная, но целая. Зевс, прихрамывая, стоял над ней. Он не скулил, а грозно смотрел на выбежавшего водителя, готовый защищать свою девочку любой ценой. Затем он начал лихорадочно вылизывать лицо Эммы, проверяя, все ли с ней в порядке. В тот день Зевс перестал быть просто спасенной собакой. Он стал героем и полноправным членом семьи. Слух о героическом поступке пса разлетелся по округе. Но слава принесла и проблемы. Во время одной из прогулок в парке к Эмме и Зевсу подошел мужчина. Девочка сразу узнала его. Это был бывший хозяин с рынка. Увидев роскошного мощного пса, идущего рядом с ней, он жадно прищурился. «Опа!» — ухмыльнулся он. «Это же мой пес! Я узнаю эту морду!» Зевс напрягся, шерсть на загривке встала дыбом, из горла вырвался низкий рык. Он помнил запах этого человека, запах боли и страха. «Это не ваша собака», — твердо сказала Эмма, закрывая собой друга. «Ошибаешься. Я продал вам больного щенка, а не выставочного кобеля», — нагло заявил мужчина. «Я передумал. Верните мне пса или заплатите 5000. Иначе я заявлю в полицию, что вы его украли. У вас нет документов». Джон вступил в перепалку, но мужчина был непреклонен и угрожал судом. Семья поняла, им предстоит битва. Они обратились к адвокату, госпоже Паттерсон, специализирующейся на защите прав животных. «Дело непростое», — признала юрист. «Законы часто рассматривают животных как имущество. Нам нужно доказать две вещи: факт жестокого обращения прежнего владельца и то, насколько собака счастлива и социализирована сейчас». Чтобы укрепить свою позицию, семья решила продемонстрировать успехи Зевса публично. Тренер порекомендовала записать его на городские соревнования по аджилити, преодолению препятствий.
Победа или хорошее выступление станут отличным доказательством в суде, сказала она. Это покажет вашу связь и его воспитание. Эмма и Зевс тренировались каждый день. На площадке они были единым целым, понимая друг друга без слов. День соревнований совпал с кануном судебного заседания. На стадионе собрались сотни зрителей. Где-то в толпе стоял и бывший хозяин, уверенный в своей победе. «Мы сможем, Зевс», – прошептала Эмма на старте. И они смогли. Зевс проходил трассу с невероятной скоростью и грацией. Барьеры, туннель, слалом то. Он летел, ведомый голосом своей маленькой хозяйки. Когда они пересекли финишную черту, табло показало рекордное время. Стадион взорвался овациями. Эмма плакала от счастья, обнимая пса. На следующий день в зале суда царила напряженная тишина. Бывший владелец врал, изображая любящего хозяина, у которого обманом забрали питомца. Но затем слово взяла госпожа Паттерсон. Она представила суду фотографии истощенного Зевса в день спасения, живого скелета на цепи. Зал ахнул. Затем она показала видео с вчерашних соревнований, где счастливый сильный пес работает в паре с ребенком. В качестве финального аргумента адвокат зачитала письмо, написанное самой Эммой. «Зевс – мой лучший друг. Он спас мне жизнь, когда на меня ехала машина. Я люблю его больше всего на свете. Пожалуйста, не отдавайте его злому человеку, который бил его и морил голодом». Судья, пожилой мужчина со строгим взглядом, снял очки и посмотрел на истца. В его глазах читалось презрение. «Доказательства говорят сами за себя», – произнес он ледяным тоном. «Вы содержали животное в невыносимых условиях, фактически обрекая его на смерть. Вы отказались от прав на него. А теперь, когда благодаря любви этой семьи пес расцвел, вы решили нажиться». Удар молотка прозвучал как приговор. В иске отказать полностью. Зевс остается с семьей Эммы. Кроме того, суд направляет материалы дела в прокуратуру для возбуждения уголовного дела по факту жестокого обращения с животными. Эмма взвизгнула от радости и бросилась на шею Зевсу, который, казалось, понимал каждое слово и радостно вилял хвостом. Бывший хозяин поспешно покинул зал под осуждающие взгляды присутствующих. Позже полиция провела проверку на его участке и спасла еще нескольких животных, содержащихся в ужасных условиях. Сам он понес заслуженное наказание. История Эммы и Зевса стала настоящей легендой в их городе. Она показала всем, что любовь и сострадание способны исцелить даже самые глубокие раны. Зевс прожил долгую счастливую жизнь в тепле и сытости, каждый день охраняя сон своей маленькой спасительницы, которая однажды увидела в грязном брошенном псе благородную душу. Эта история – напоминание нам всем: не проходите мимо чужой беды. Иногда в самых темных углах среди грязи и равнодушия скрываются самые преданные друзья, ждущие лишь одного – капли вашей доброты. А у вас есть питомец, которого вы спасли с улицы или взяли из приюта. Не забывайте ставить лайк и подписываться на наш канал, чтобы не пропустить новые вдохновляющие рассказы о животных. До встречи!